Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашим окнам и поговорим о том, когда и почему нельзя смотреть в окно, к чему это может привести. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, существует суеверие касательно того, когда нельзя смотреть в окно. И, наверное, каждый из нас в детстве слышал от своей мамы или с бабушки, что слезь прямо сейчас с окна и не смотри сейчас в окно. И большинство из нас думали, что родители просто за нас переживают, для того, чтобы мы не упали и не сделали себе боли. Но смысл таких просьб и замечаний был намного глубже. И знающие люди говорят о том, что лучше прислушаться к народным предостережениям для того, чтобы потом не призвать в свою жизнь беды, проблемы и несчастья. Давайте поговорим о том, почему нельзя смотреть в окно именно ночью. Вы знаете, с наступлением темноты сущности тонкого мира, они активизируются и прогуливаются по земле. К примеру, наши предки верили, что черти после полуночи парятся в банях или работают на мельницах, а ведьмы выходят на свой черный промысел. Людям нельзя смотреться в окна ночью, иначе можно увидеть нечто жуткое, пугающее и опасное. Даже было известно поверье, что будто после захода солнца черти бродят меж домов и выискивают свою жертву. Они проникают в душу глядящего на улицу, пользуясь отражающими свойствами темного стекла. Особенно уязвимы были дети, беременные и душевно больные люди, которые легко принимают в себя чужеродные энергии. Также с наступлением темноты сама смерть идет по земле и смотрит наши в окна. А тот, кто встретится с ней взглядом, в ближайшее время покинет наш материальный мир. Не стоит реагировать и на всевозможные постукивания, крики. Таким образом, сущности пытаются выманить человека из безопасного укрытия. Отдельную опасность представляет случайное подглядывание за тайными делами нечисти. Люди, которые заметили проделки всяких бесов, чертей, крайне редко затем застают в добром здравии. Злые сущности не оставляют свидетелей, уничтожая их, если не на физическом, то обязательно на психологическом уровне. Поэтому никогда не смотритесь в окна в вечернее время суток. Недаром у нас есть шторы, и всегда наши бабушки, наши прабабушки всегда говорили: зашторь шторы, чтобы никто не выглядывал из окна, для того, чтобы не привлекать всевозможные проблемы, невзгоды в свою жизнь. Поэтому старайтесь никогда в вечернее время, особенно после захода солнца, смотреть в окно. Да, возможно, вам есть любопытство, вам, возможно, быть интересно, но будьте внимательны и осторожны, потому что действительно нечисть гуляет по земле, и вы можете ненароком случайно привлечь ее в свою жизнь. Также никогда не смотритесь в окно в полнолуние. Вы знаете, лунные фазы оказывают сильнейшее влияние на нашу земную жизнь. И состояние месяца обязательно учитывают при проведении различных обрядов, ритуалов, практик, поскольку знают, что в определенное время ритуалы удаются даже лучше обычного. И особым могуществом обладает период полнолуния, когда небесное светило пребывает на пике своей активности. Поэтому смотрите, следите, во-первых, всегда за фазами Луны и старайтесь в полнолуние не смотреть на Луну. Также в полнолуние не спите с открытыми окнами и с расшторенными
вот также шторами. Почему? Потому что Луна в эти дни, в дни полнолуния, имеет достаточно сильное влияние на людей. И кроме того, если вы еще ночью спите при Луне, при открытом окне, и лунный свет падает на вас, то знаете, что хотите вы или нет, но Луна таким образом влияет на вас. И как это отразится, вот это никто, к сожалению, не знает, потому что наше тело во время полнолуния достаточно сильно активизируется. То есть Луна на многих людей очень сильно влияет, и влияет по-разному. Но, к сожалению, у многих людей влияние именно полнолуния достаточно сильно, и людей начинает распирать, люди хотят злиться, ссориться. А кроме того, если вы еще и спите под Луной, то эта сила Луны удваивается, а иногда и утраивается. Поэтому также не стоит выглядывать в окно во время похорон. Считается, что в это время душа умершего еще летает рядом со своим телом, и поэтому, увидев наблюдателя, может устремиться к нему для того, чтобы забрать с собой. Еще окна во время прощания с покойным может сработать как увеличительная линза, умножая боль и негатив, которые присутствуют именно в это время. А это, в свою очередь, приносит беды в жизнь наблюдателя, а также членов его семьи. Поэтому во время похорон желательно закрыть все окна, задернуть занавески и отойти подальше, чтобы не проверять на собственном опыте, правы были предки или нет, формируя таким образом такой запрет. Но хочется добавить и сказать о том, что наши предки знали побольше нас. Да, у них не было интернета, у них, возможно, у кого-то раньше не было и света, не было всевозможных телекоммуникаций, но они знали, как правильно жить свою жизнь, что нельзя делать, что можно делать. Казалось бы, вот эти народные приметы, но они настолько важны в жизни простого человека, что до сих пор, приезжая к бабушке в деревню или в село, вы всегда можете услышать: это не делай, это не нужно, так нельзя. И часто наши предки, они не могут нам объяснить, наши вот бабушки, они не могут объяснить, почему это нельзя делать. По разным причинам. И когда проходит время, мы уже становимся взрослыми, и по-разному приходит каждому человеку осознание, и приходит понимание того, почему же, да, действительно нельзя было смотреть в окно, почему нельзя было делать то или иное. Поэтому обязательно прислушайтесь к этим советам, и вы действительно будете в жизни всегда жить тогда в благополучии, в изобилии, в достатке. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно.